Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня видео такое парфюмерное и покупки ароматов вслепую. Я сколько раз уже зарекалась, ругала себя, никому не советую, но усиленно продолжаю это делать, потому что это своего рода тоже такая игра, можно сказать, когда ты находишь аромат, да, вычитываешь его ноты, стараешься как-то примериться, понимаешь, на что он похож, понравится, не понравится, и стараешься как-то вот уловить какие-то ноты. И если ты выиграла, вот, например, я покупала аромат вслепую от Balenciaga, и я на 100% рада, что я его купила, потому что я попала 100%. Это аромат мой, он абсолютно мне подходит, как мое второе я. А с этим ароматом я была уверена, что я не ошибусь. Насколько все-таки бывает разными наши... Ну, здесь я, скорее всего, больше даже ошиблась, потому что речь идет об аромате Dolce Vita от Dior. Я обожала этот аромат. Этот аромат был в моей молодости. Я помню, когда первый раз я в журнале Cosmopolitan открыла, там были вот такие вот наклейки и аромат внутри. И ты можешь почувствовать рекламу и, соответственно, аромат рядом. Я ощутила этот аромат, и я потеряла голову. Это было настолько для меня какой-то аромат роскоши, красивой жизни, абсолютно какого-то другого измерения, радостный, позитивный. Это аромат беззаботности. Вообще аромат Dolce Vita для меня был самым любимым в то время. И почему-то я покупала все время миниатюрные флаконы, и вот один за одним, почему-то не было больших, и я один за одним их покупала и пользовалась. Покупала, заканчивалась, покупала другой. Это для меня аромат такой вот радости, солнца, беззаботности. Не зря он называется Dolce Vita. Это аромат, который, ну, должен быть, мне кажется, потому что мне тоже кажется, что это аромат вне времени, он абсолютно такой лучезарный, какой-то взрывной, аромат лимонада, праздников. В воображении сразу рисуется какой-то красивый берег моря, или Калабрия, или Портофино, и обязательно шары, обязательно шампанское, какие-то ягоды вкусные. И вот желтый цвет, это вот такой желтый цвет радости. Ну, кто-то говорит, что желтый цвет невротиков, но я не согласна, я люблю желтый. И для меня это вот аромат праздника. И потом какое-то время я забыла про этот аромат, и недавно мне захотелось вот попробовать этот аромат снова и вот немножко телепортироваться в прошлое, как-то вот ощутить. Я попробовала его в магазине, но там был только 100-миллилитровый флакон, и, видимо, он уже был не совсем свежий, и как-то вот что-то мне не очень понравилось. В общем, как-то я решила найти маленький флакон. Ну, и проходя, когда я была в маленьком магазинчике, когда я увидела вот этот парфюм Eau de Dolce Vita от Christian Dior, я буквально думаю, ну, Dolce Vita, какая разница? Да еще маленький флакон, как раз для меня. Схватила, не думая. Насколько же я была поражена тем, что это абсолютно разные парфюмы. Я не заглядывала ни на фрагрантику, никуда. Я просто схватила, прибежала домой, открыла. Ну и насколько было сильно мое разочарование, это, ну, не сказать ничего. Потому что я была вообще полностью оторопела от того, что это совершенно другой парфюм. Звучит он очень, может быть, потому что это действительно старая версия, потому что здесь еще Christian Dior. Или из-за того, что это просто совсем другой парфюм. Мне он чем-то напомнил вот Intuition в старом флаконе. Хотя описание этого аромата, оно тоже достаточно красивое. Цветочный, цитрусовый, фруктовый аромат. И в 98 году он был выпущен, тоже Жаком Кавалье. Грейпфрут, бергамот, мандарин. Красивый цитрусовый. Пион, фрезия, перец белый. Жасмин, гидеон. Базовые ноты османтус, сандал, ваниль и белый мускус. Ну, вроде бы все красиво, вроде бы... Но
это абсолютно не Dolce Vita, абсолютно. Вот как бы, когда есть какой-то аромат, выпускает фланкер, там далее, там нуар, допустим, далее, там верте, и ты уже точно знаешь, что это будет то же самое, только немножко с какими-то маленькими такими нюансами, с какими-то чуть-чуть немного другими, может быть, более свежими направлениями. Но я думала, будет Dolce Vita, ну, по крайней мере, может, просто более легкая, хотя Dolce Vita и сама по себе легкая, да, такая вода, парфюм легкий. Совершенно другой аромат. В общем, я сейчас его закрыла, и я буду от него избавляться, потому что это совершенно не мое. Да, может быть, это красиво, да, может, кто-то это любит, кто-то ищет именно этот парфюм, но я искала совершенно другое, и я, к сожалению, ошиблась. Вот хорошо, с одной стороны, интересно, когда ты заказываешь такие покупки слепую, да, но я заметила, что все-таки редко бывают действительно те парфюмы, которые тебе нравятся. А вот, наверное, где-то 60-70%, когда ты попадаешь в просак, когда ты просто, ну, ошибочно покупаешь ароматы, которые тебе просто не нравятся. Вот, ну, это не такая большая проблема, можно продать аромат, но с одной стороны, это такая игра, которая как-то тоже по-особому интересна, когда ты пытаешься выяснить, какая именно нота, и думаешь об одном, а на самом деле получаешь совершенно другое. Поэтому вот такие бывают иногда метаморфозы. Но я купила еще один парфюм, тоже вслепую. Я обожала Далия Нуар, у меня был этот аромат, я долго им пользовалась. И потом вышло, когда Далия Дивин, мне этот аромат, к сожалению, не понравился. Я не нашла его ни интересным, ни красивым. Ну, как-то вот, как это никакой, обычный. Но я заказала Eau Initial от Далия Дивин. Это такая белая версия этого аромата. И посмотрите, какой красивый флакон. Абсолютно такой какой-то королевский, белый. Напоминает какой-то... У него очень красивый и 50-миллилитровый флакон, но 30-ка, мне кажется, выглядит еще великолепнее. Какой-то такой плоский. И в то же время очень красивый здесь ободок. Такой, как будто какое-то кольцо. Про этот аромат тоже покупила его без затеста, купила даже не пробуя, не зная. Почему-то его я очень редко видела в магазинах. Даже вот вчера я проходила, Divin стоит обычный, а вот этого Divin Initial, его, к сожалению, нет. Я попала, мне очень этот аромат понравился. Выпущен этот аромат был в 2018 году. Верхние ноты красный апельсин и бергамот, средние ноты магнолия и лотос, наверное, лотос я люблю, жасмин с розой, и ноты базы мускус и сандал. Вот сам флакон передает всю нежность этого аромата. Опять я чувствую персики, я не знаю почему, но у меня вот... Это очень красивые фрукты, смешанные с каким-то кремом, каким-то десертом. Я чувствую здесь и безе. И вот я чувствую персики. Не знаю, настолько это такая красота, нежность, чистота, немножечко крема с яркими фруктами, взбитые сливки с каким-то фруктовым желе, фруктовым, персиковым, красный апельсин. Может быть, это да, ну, может быть, красный апельсин дает такую сочность, яркость какая-то, вот такая немножко кислинка есть на первых нотах, но потом это вот мягкая, кремовая, такая вот обволакивающая вас дымка. Очень красиво, очень нежно. Здесь нет ни шлейфа, здесь не будет каких-то вот комплиментов. Это аромат для себя, он не зря все-таки Initial называется. Это аромат такой очень тонкий, такой нежный, мягкий, но при этом ничуть не какой-то по-хорошему такой приятный, нежный, уходовый парфюм. Вот когда вы не знаете, что нанести, то можно нанести его,
и вы будете себя великолепно чувствовать. Он не шлейфит, абсолютно никакого сияжа, но он очень достаточно долго держится. Я абсолютно быстро перестаю его чувствовать, потому что я не знаю, почему со мной происходит, но я как-то вот первые ноты чувствую очень сильно, а потом перестаю чувствовать парфюмы. Но это происходит почти со всеми ароматами. Но в этом случае я вот на кожу его нанесла и долго его тестировала. И я его очень долго ощущала с кожи. Это такая вот интимный очень аромат, очень приятный, пахнет как будто... Вот первые ноты, это вот цитрусы, конечно, наверное, красные, такие вот брызги. А потом это вот мягкое такое вот сливочное какое-то безе, крем. Помните, были пирожные Буше? Вот мне кажется, там была такая в виде Гоголя-Моголя такая вот сверху шапочка, а внутри было повидло. Вот что-то такое вот вкусное, приятное, сливочное, мягкое, теплое, доброе какое-то. Вот такой вот аромат. Очень комфортный, очень по-хорошему такой... Ну, кто-то может сказать, что это ни о чем аромат, конечно. Скажет, ой, кислые фрукты. И немножко... Кому-то может он и не понравится. Но для меня это вот прям попало в точку. И мягкость, и нежность, и чуть-чуть кислинка, и немного такой вот кремовый, такой уходовый. Такой аромат, который должен быть обязательно, который вот не знаете, что нанести, нанесла его. Хочешь выглядеть ухоженной и при этом не выделяться, можно нанести его. Хочешь, это не аромат, который будет производить фурор, впечатление, какой-то статус тебе какой-то придавать, роскошь. Нет, это абсолютно легкий, комфортный такой, знаете, аромат для себя. Конечно, очень хорошо его и после душа нанести, и для дома, и вообще в любое место, на работу. Никого не смутит, никого не будет раздражать, ни перед кем вы не будете чувствовать, что вы слишком надушились. Замечательный. Для меня это вот прям стопроцентное попадание. Этот аромат мне очень понравился. И мне понравился очень красивый флакон тоже. Абсолютно. Вроде бы простота, но вот это белое стекло, очень красивый ободок в виде вот такого колечка ювелирного. И, конечно, золотые вот буквы. Очень красиво. И именно золото здесь, как я люблю, не такое вот желтое, а именно такое вот лимонное золото. Так что вот эти вот две такие покупки, которые были сделаны вслепую, неудачная покупка, на которую у меня было столько надежд, столько желания иметь этот аромат, такая была радость, то, что я его купила, и вот такое вот разочарование внутри. И вот этот аромат, который мне очень понравился, и меня прям обрадовал этот аромат. Я очень рада, что его приобрела, что с ним познакомилась. И, скорее всего, в магазине я бы его не купила. Купила онлайн, потому что в магазине нет этого аромата. Я даже протестировать нигде не могла. Я долго ходила по разным магазинам. Дивина обычная, далее Дивин стоит. А этого, вот, к сожалению, и нишевого нигде нет. И вот только онлайн я его и приобрела. Вот такие вот у меня покупки вслепую. Пишите, покупаете ли вы ароматы вслепую, что купили удачно, что купили неудачно. Пишите ваш опыт, мне будет очень интересно. И, может быть, я почитаю ваши комментарии. Если у кого-то была какая-то удачная покупка вслепую аромата, пишите, я обязательно тоже, может быть, попробую, тоже буду заказывать вслепую. Потому что, я говорю, часто очень ароматы, которые мы хотим, их просто нет. Нет в продаже. Вот в обычных магазинах их нет. А можно купить только онлайн. На этом все. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Вас немножко развлекла. Ставим лайк, подписываемся. Всего вам хорошего, удачного дня и хорошего настроения. Пока-пока.